Современная индустрия красоты предлагает массу новых интересных технологий окрашивания волос. Одна из самых популярных – AirTouch. Такая покраска красиво смотрится как на светлых, так и на темных прядях. Она предполагает ряд нюансов в выполнении, поэтому лучше доверить ее профессионалу. Название AirTouch имеет логическое объяснение. В переводе оно значит «прикосновение воздуха». Суть метода кроется в изначальном действии на каждую окрашиваемую прядь холодного воздуха фена. Такой прием позволяет отсеять из выбранной части волос короткие, слабые и непослушные прядки. После отсеивания лишних волосинок те, что остались, окрашиваются в требуемый оттенок либо осветляются. Технику можно выполнять как на окрашенные, так и на натуральные волосы. Для обеспечения естественного эффекта волосяная масса делится на несколько зон. Они распределяются на пряди. Чтобы получить ожидаемый результат, окрашивание выполняется по особой технологии. Помимо действия воздуха фена на прядке, есть еще ряд нюансов. Перед покраской пряди сортируются и отбираются. Чтобы получить красивое окрашивание, нужно брать пряди шириной не больше сантиметра. Задача мастера вертикально окрасить только верхнюю часть. Кончики обрабатываются тщательнее. Их осветляют на 8 тонов. Для создания насыщенного цвета применяется фольга, которой мастер оборачивает прядки после нанесения на них краски. Могут использоваться сразу несколько цветов, формирующие единую композицию. Какую краску используют для AirTouch? Салон красоты Vela Eliza использует 3 бренда для окрашивания волос: Vela, Label, Chi. Краситель подбирают с учетом желаемого результата и особенностей цветотипа клиентки. Также играют роль современные тренды. Актуальна серебряная и пепельная гамма. Для осветления и изменения цвета используются щадящие красители. Для блондинок применяются тонирующие средства для нейтрализации желтизны. Может быть полезен корректор с фиолетовым или голубым тоном, который убирает желтизну и придает красивый пепельный потон. Технику AirTouch можно использовать женщинам любого возраста, независимо от изначального тона и структуры прядей. Она позволяет сохранить привлекательный вид волос на срок до полугода, что исключает необходимость частого посещения салона и делает покраску актуальной для занятых женщин. Кому подойдет? Блондинкам окрашивание помогает освежить цвет локонов, не повредив их. Брюнеткам эта техника позволит постепенно выйти из темного цвета с минимальными потерями. Дамам, предпочитающим естественность, также понравится AirTouch. В этом случае используются цвета, максимально близкие к исходному. Посмотрите в этом видео, как происходит покраска волос в технике AirTouch в салоне Vela Eliza. Кому не подходит техника? Несмотря на универсальность методики, она имеет некоторые противопоказания. Хотя техника окрашивания щадящая, не стоит ее использовать при слишком слабых, поврежденных прядях. Покраску не следует делать после ламинирования и кератинирования, а также тем, кто часто наращивает волосы. AirTouch не лучший вариант после окрашивания в черный. Результат может быть непредсказуемым. Нужно ли мыть голову перед процедурой? Мыть шевелюру непосредственно перед окрашиванием не рекомендуется. Кожное сало, которое вырабатывается волосистой частью головы, поможет краске лучше схватиться и смягчит ее воздействие на пряди. При технике AirTouch может использоваться широкая палитра красителей. В зависимости от желаний клиентки применяют как теплые, так и холодные оттенки. При выборе цветов учитывается изначальный тон волос, особенности внешности дамы, цветотип. Результат, который хочется получить, играет роль и длина прически. На короткие. На слишком коротких волосах данное окрашивание не получится, будет сложно создать плавные границы. На волосы средней длины. При стрижках средней длины, таких как каре, стилисты рекомендуют внедрение в изначальный оттенок холодных и теплых колеров. Особенно хорошо смотрятся холодные. Помимо натуральных цветов, на пару тонов, отличающихся от исходного, можно использовать яркие и контрастные оттенки, они сделают образ креативным и сочным.
на длинные. Длинные волосы дают безграничные просторы для фантазии. Можно использовать более 2 цветов и создавать сложные переходы. Для темных волос подойдут карамельные и шоколадные оттенки, из нетривиальных винные и синеватые. Блондинкам стоит обратить внимание на платиновые, серебристые, медовые тона. Актуальны переходы темного в ореховые и кофейные полутона для разных волос. При правильном выборе краски AirTouch будет удачно смотреться на любом исходном цвете волос. Окрашивание темных прядей. AirTouch окрашивание на темные волосы сделает их объемными и сияющими. Если локоны черные или холодные каштановые, подойдут бордовый, фиолетовый, синий тона. При желании добавить контраст можно использовать пепельную гамму. Хорошо смотрится на брюнетках оттенки карамели, кофе, шоколада. AirTouch для светлых локонов. Техника AirTouch популярна среди блондинок. Это щадящий и стильный метод освежить имидж. Из трендовых оттенков выделяется пепельный и вся его гамма. Серебристые, жемчужные и даже седые пряди выгодно подчеркнут исходный цвет. Если хочется добавить яркости, обратите внимание на ягодные оттенки и голубые цвета. Для русоволосых. Русый цвет сам по себе достаточно тусклый, и благодаря AirTouch можно сделать его ярче и привлекательнее. Обладательницам светло-русых волос подходят пшеничные и платиновые оттенки. Если исходный тон имеет рыжий отлив, обратите внимание на медовые и карамельные цвета. Темно-русый дополнит рыжеватые и каштановые. Холодный русый выгодно освежат пепельные и серебристые тона. Для рыжеволосых. Рыжий исходный цвет сочетается со светлой каштановой гаммой. Подойдет палитра красного, медового, карамельного. С помощью AirTouch мастера часто создают на волосах эффект пламени, используя соответствующие оттенки от бордового до желтого. Уход за окрашенными локонами. Непосредственно после покраски рекомендуется вымыть голову шампунем с невысоким pH. Это сразу нейтрализует химические реакции, происходящие при окрашивании. В дальнейшем для мытья волос используется шампунь для окрашенных прядей. Рекомендуется наносить профессиональные питательные и восстанавливающие маски. Важно! Нельзя расчесывать волосы, пока они мокрые. Это провоцирует их ломкость и травмирование. Не злоупотреблять феном, плойками и другими термоприборами, которые сушат волосы. Блондинкам для поддержания цвета и нейтрализации желтизны рекомендованы специальные серебристые шампуни, маски и бальзамы. Долговечность окрашивания. Достоинство покраски AirTouch в том, что она не требует частого обновления. Красивый результат сохраняется на срок от 3 месяцев до 1 года. Если окрашивание выполнялось на натуральный цвет, отросшие корни не будут заметны. Чтобы поддерживать оттенок, можно периодически тонировать волосы, используя тонирующие бальзамы либо оттеночные шампуни, сколько делается процедура в салоне красоты. Поскольку при покраске каждая прядь обрабатывается отдельно, она занимает немало времени. Точная продолжительность зависит от длины волос. Если они короткие, хватит 2-3 часов. А чтобы полноценно окрасить длинные пряди, может потребоваться до 5-8 часов. Посмотрите видео, как можно покрасить волосы в домашних условиях в технике AirTouch. Окрашивание в домашних условиях. AirTouch не самая простая техника, и лучше доверить ее профессионалу, особенно если ранее вы не красили волосы самостоятельно. Но те, кто уверен в своих силах, могут попробовать покрасить локоны в домашних условиях. Для этого потребуются следующие материалы и инструменты. Краска выбранного оттенка, окислитель, фен, расческа, емкость для смешивания краски, кисточка, перчатки, фольга, зажимы, 2 зеркала, заколки. По желанию можно дополнительно использовать тонирующие средства. Нанесение красителя. Пошагово. Сначала волосы распределяют на 45 зон, затем они делятся на мелкие прядки. Расческой нужно отделить прядь толщиной
примерно в сантиметр и продуть ее холодным воздухом фена, чтобы отделились тонкие и слабые волоски. Под оставшуюся прядку необходимо подложить кусочек фольги и обработать ее красителем, отступая от корней 3-5 мм. Максимум внимания уделяется кончикам. Выдуваемая зона не затрагивается. С помощью сухой кисти растушевывается граница окраски. Это обеспечит плавный переход. Прядь нужно обернуть фольгой. Выдуваемые волосы остаются между обернутыми прядями. Для прокрашивания задней части волос используются находящиеся напротив зеркала. Подобным способом следует обработать все пряди. Время выдержки. Время, в течение которого требуется держать краску, определяется инструкцией, количеством окрашенных прядей и желаемым результатом. В среднем ее оставляют на 40 минут. Смывка. Когда необходимое время истечет, нужно осторожно снять фольгу. Краска смывается теплой водой. В конце наносится бальзам или кондиционер для фиксации цвета. По желанию используется средство для тонирования. Особенности его нанесения и время выдержки указаны в инструкции. Оно также смывается теплой водой с использованием бальзама. Финальная мера — сушка волос феном и их укладка. AirTouch — актуальная и стильная методика покраски волос. Как демонстрирует фото, технология выглядит привлекательно. Она подойдет тем, кто хочет освежить образ без кардинальных перемен. Но рекомендуется доверить окрашивание опытному мастеру. Приходите к нам. Ждем вас в салоне «Салон красоты» Вэлла Элиза. Запись в салон с 9:00 до 20:00. +7 495 789 75 62. +7 495 721 75 63. WhatsApp. +7 495 789 75 62. Москва, метро Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 89, корпус 1.